Барух Спиноза – один из самых загадочных и смелых философов в истории. Его учение вызывает споры уже несколько веков, постоянно сталкиваясь с яростным сопротивлением со стороны религий, считающих его идеи опасными и даже еретическими. Чтобы понять взгляды Спиноза на смерть, душу и Бога, нам важно глубоко погрузиться в суть его главной философской концепции – «Dus saev natura», что в переводе с латыни означает «Бог» или «природа». Согласно Спинозе, Бог не является личностным, наблюдающим существом, оценивающим поступки и решающим судьбы людей. Для него Бог — это сама природа во всей ее необъятной полноте, во всех ее бесконечных формах и проявлениях. Это абсолютно безличностная, но в то же время глубоко взаимосвязанная субстанция, пронизывающая собой все существующее. Спиноза был убежден, невозможно представить Бога отделенным от природы или природу, отдельной от Бога. Любая попытка разделить их приводит к искажению реальности. Все существа, включая человека, являются частью единой бесконечной субстанции, которая и есть Бог, проявленный в бесчисленных модификациях и формах жизни. Именно поэтому философ не признавал традиционного представления о душе как отдельной и независимой от тела сущности, способной после смерти перемещаться в иной мир. Он считал, что душа и тело — это две стороны одной медали, неразрывно связанные между собой аспекты человеческого существа. Душа для Спиноза не есть нечто абстрактное или мистическое, это конкретное проявление бесконечной субстанции в индивидуальном сознании, отражающем мир в единстве мысли и материи. Спиноза утверждал, что идея личной души, переживающей тело и отправляющейся в некий рай или ад, создана религиями исключительно для контроля и управления людьми. В его понимании подобные верования являются иллюзиями, удерживающими человечество от истинного понимания реальности и своего места в ней. Он открыто бросал вызов религиозным догмам, что сделало его одним из самых критикуемых и преследуемых философов своего времени. Важнейшая мысль, которую подчеркивал Спиноза: человеческое существо — это не отдельный остров, а интегральная часть единого природного порядка. Душа человека, с его точки зрения, не способна существовать в отрыве от мира и тела. После того, как физическое тело перестает существовать, исчезает и индивидуальное сознание, растворяясь в бесконечной субстанции, возвращаясь к абсолютному единству с Богом-природой. Но означает ли это, что после смерти человека ожидает просто пустота? Для Спинозы все значительно сложнее и глубже. Смерть — это не исчезновение, не окончательное прекращение существования, это трансформация, возвращение души к своему первоначальному, вечному состоянию абсолютного единства с природой. Таким образом, он утверждал, что страх смерти — это следствие непонимания сути реальности и природы человеческого существования. Человек, согласно Спинозе, должен стремиться понять и принять свое единство с природой. В этом понимании кроется истинная свобода, освобождение от иллюзорных страхов, созданных религиозными догмами и суевериями. Если душа и природа едины, то смерть теряет свой устрашающий характер, превращаясь в естественную часть жизненного цикла, а не наказание или испытание для души. Еще одно радикальное утверждение Спинозы касается самого восприятия Бога. Он говорил, что привычные представления о Боге как всевидящем существе, следящем за человеком и определяющем его судьбу, ошибочны. Бог, с его точки зрения, лишен человеческих качеств, эмоций и моральных оценок. Поэтому и страх перед божественным наказанием после смерти – ничто иное, как заблуждение, используемое религиями для подавления свободной мысли и сознания. Спиноза подчеркивал, что Бог — не судья, решающий, кому даровать вечность, а кому ее отказать. Бог для него — вечность сама по себе, абсолютное бытие, частью которого человек неизбежно является. Из этого следует, что человек всегда был и будет частью вечности, независимо от его поступков или верований. Таким образом, философ предлагал людям совершенно иной взгляд на жизнь и смерть. Вместо того, чтобы ждать мистического спасения в потустороннем мире, человеку необходимо осознать единство с природой и вечностью прямо здесь и сейчас. Такое осознание, по его мнению, способно избавить человека от страха смерти, вернуть ему гармонию и глубокое внутреннее спокойствие.
Разумеется, подобные идеи были и остаются неудобными для религиозных институтов, привыкших держать контроль над массами. Философия Спинозы несет в себе не только глубокое понимание жизни и смерти, но и скрытый революционный потенциал, разрушающий устоявшиеся представления и заставляющий человека увидеть мир без иллюзий и страхов. Именно поэтому учение Спинозы было запрещено, его книги сжигались, а имя порицалось религиозными лидерами. Однако, несмотря на это, его идеи продолжают жить, вдохновлять и вызывать споры по сей день, заставляя людей задуматься о том, что, возможно, настоящая природа Бога и души совсем не такая, какой ее привыкли изображать церкви и догмы. Спиноза говорил, понимание вечности позволяет человеку преодолеть страх смерти, увидеть красоту жизни и принять свое место в бесконечном мире природы. И, возможно, именно эта смелая и глубокая идея способна освободить сознание от иллюзии и показать, что смерть — это всего лишь возвращение к истокам, к той вечности, из которой когда-то пришла сама жизнь. После того, как мы глубоко погрузились в философию Спинозы и разобрали его уникальное представление о Боге и душе, пришло время разобраться в вопросе, который волновал человечество всегда: что происходит после смерти? Религии и наука веками предлагают совершенно разные ответы, но философия Спинозы предлагает совершенно иной, радикальный взгляд, который заставляет пересмотреть привычные представления о загробной жизни. Именно поэтому религиозные организации веками старались скрыть или исказить его идеи, боясь потерять власть над людьми и контроль над их верой и страхами. Согласно Спинозе, после смерти человека не ждет ни рай, ни ад в их традиционном понимании. Душа человека не отправляется в какое-то отдельное пространство, предназначенное для наказания или награды. Вместо этого она сливается с единой и бесконечной природой, возвращаясь в свое первоначальное состояние абсолютного единства и вечности. Почему религии так боятся этого простого, но революционного утверждения? Все дело в том, что подобный взгляд на загробную жизнь подрывает саму основу религиозного контроля над человеческим поведением. Если после смерти человека не ждет личный суд со стороны Бога и нет разделения на праведников и грешников, то религии утрачивают мощнейший инструмент управления массами, страх перед наказанием в аду или надежду на райское блаженство. Именно этот страх перед потерей контроля заставляет религиозные институты яростно бороться против философии Спинозы. Ведь если люди осознают, что душа не принадлежит ни церкви, ни религии, а является частью бесконечной природы и вечности, исчезает сама потребность в посредниках между человеком и Богом. Человек становится свободным в своей вере и понимании мира, что для религий совершенно недопустимо. Спиноза утверждал, что человек никогда не покидает мир природы, потому что он никогда от нее не отделялся. Смерть — не уничтожение, а растворение индивидуального сознания в бесконечном сознании природы. Это возвращение к первоисточнику всего сущего, который и есть вечность. Но что значит вернуться к вечности? Согласно философу, человек воспринимает себя как отдельное и самостоятельное существо только благодаря ограниченному сознанию и чувственному восприятию реальности. После смерти, когда сознание перестает быть связанным с индивидуальным телом, оно снова сливается с бесконечностью, утрачивая иллюзию отдельности и обретая единство с природой. Именно поэтому Спиноза называл смерть не трагедией, а переходом к вечному состоянию, свободному от страданий, страха и иллюзий. Он говорил, что человек боится смерти только потому, что не осознает истинной природы своего существования. Когда приходит понимание вечности и единства с природой, страх исчезает, уступая место глубокому спокойствию и принятию. Однако традиционные религии активно противодействуют такому пониманию смерти, называя его еретическим и опасным. Они стремятся поддерживать убеждение, что после смерти человека ждет личный суд и вечная участь в раю или аду, поскольку именно это позволяет сохранять социальный и психологический контроль над людьми. Страх смерти — это древнейший и мощнейший рычаг власти, который теряет силу, как только человек принимает философию Спинозы. Если человек понимает, что смерть — это естественная часть цикла жизни и единения с природой, то он перестает нуждаться в утешениях и обещаниях религии. Его мировоззрение становится более зрелым и свободным, а вера
не слепым следованием догматам, а осознанным пониманием единства со всем сущим. Именно этого больше всего боятся религии, поскольку свободомыслящий человек гораздо сложнее управляем. Спиноза также указывал на фундаментальное отличие своего понимания загробной жизни от научного. Наука, исследуя материальный мир, склоняется к тому, что после смерти сознание человека просто исчезает, так как не находит физических доказательств существования души. Но философия Спинозы предлагает компромиссный взгляд. Душа и сознание не исчезают, а трансформируются, возвращаясь в свое исходное состояние единства и целостности с природой. Таким образом, философия Спинозы снимает напряжение между научным скептицизмом и религиозной догматикой, предлагая человеку глубокое, философское понимание смерти как естественного и даже прекрасного возвращения к абсолютному началу, откуда он когда-то пришел. Эта мысль одновременно революционна и утешительна, освобождая человека от иллюзий и страхов. В конечном итоге философия Спинозы дает нам уникальную возможность переосмыслить свое отношение к смерти и жизни, освободиться от искусственно навязанных страхов и догм. И хотя религии пытаются скрыть эту истину, боясь ее освобождающего потенциала, идеи Спинозы продолжают распространяться и вдохновлять тех, кто осмеливается думать свободно и открыто. Возможно, именно поэтому Спиноза сказал: «Свободен только тот, кто понимает вечность». И это понимание способно изменить все, сделав человека по-настоящему свободным и бесстрашным перед лицом самой жизни и ее неизбежного завершения. Теперь вы знаете, почему религии так отчаянно хотят скрыть от вас правду о смерти. И выбор, бояться или принять эту истину, полностью остается за вами.